Послание ангелов, энергия жизни. Благословенная душа, позволь себе остановиться и почувствовать небесное присутствие рядом. Ведь сегодня Архангел Рафаил пришел с животворящим посланием для твоего истощенного естества. Оставь мир на мгновение за дверью, пусть шум забот стихнет, а время принадлежит только тебе. Сейчас важно одно – твое полное добровольное присутствие здесь. Удели мне всего 15 минут, и я помогу прикоснуться к тому источнику живительной силы, что так долго оставался незамеченным под слоями изнеможения. Пройди со мной этот путь до конца, и ты почувствуешь, как в тебе зреет истинное возрождение. Я пришел, чтобы избавить тебя от усталости и оживить ту часть тебя, что всегда дарила свет другим, забывая о собственном. Закрой глаза, сделай глубокий вдох и, положа руку на солнечное сплетение, провозгласи: «Я впускаю исцеляющий поток. Я позволяю свету обновления наполнить все мое существо». Искренне прими это откровение и закрепи в комментариях под видео, чтобы явить готовность к небесному восстановлению. Я знаю, как день за днем ты учился скрывать изнеможение, как продолжал действовать, когда внутри все умоляло о передышке. Твоя жизнь стала компромиссом между желанием дышать полной грудью и необходимостью существовать на остатках энергии. Но я не хочу, чтобы ты жил на грани истощения. Пусть каждое утро для тебя будет встречей с новым дыханием жизни, а не испытанием на выносливость. Я говорю: довольно пить из пустого колодца, пора прильнуть к реке живой воды, не через усилия, а вместе со мной, не в истощении, а в изобилии. Сейчас не нужно делать лишних движений, не нужно снова напрягать волю, чтобы быть в тонусе. Это момент, когда мир вокруг словно замер, не для того, чтобы все завершилось, а чтобы ты снова прикоснулся к своему источнику силы и почувствовал, что жить значит быть наполненным. Жаждущие, идите все к водам, и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте. Вот мое приглашение к тебе в этот миг. Архангел Рафаил рядом, не с упреком за твою усталость, а с безграничным пониманием. Ты не был создан для того, чтобы твое пламя угасало под пеплом рутины. То, что стало твоей нормой, истощение, апатия, чувство опустошенности, не есть Божья воля. Выгорание, которое ты научился игнорировать, больше не будет твоим уделом. Я не хочу, чтобы ты жил под гнетом усталости. Я пришел, чтобы превратить твою пустыню в сад, орошаемый живительным дождем. Сейчас это не пауза, это начало, потому что именно в этой тишине я приближаюсь ближе всего. Прислушайся к тому, что происходит внутри. Там, где ты раньше чувствовал лишь выжженную землю, начинает пробиваться первая зеленая трава. Твоя жизненная сила не забыта. Я касаюсь ее. Даже если ты не ощущаешь силу прямо сейчас, просто остановись и доверься покою, ибо здесь начинается исцеление. Сосредоточься на дыхании. На вдохе представляй, как вдыхаешь золотой свет новой энергии. На выдохе, как выдыхаешь серую усталость. Сделай 7 циклов. Это не упражнение, это замена истощения на силу. Ты прошел слишком много дней, где казалось, что ресурсы на нуле, где ты держался на одной лишь привычке и силе воли, потому что сдаться было страшнее, чем продолжать. Твое существо помнит, как оно истощалось, адаптировалось, работало на износ, лишь бы ты мог функционировать. И ты привык, что это теперь твоя форма, что можно жить даже когда жить. Это почти невыносимо без настоящего отдыха. Но я не позволю, чтобы все так и осталось. То, что стало частью твоего ежедневного состояния, не станет твоей судьбой. Я видел все, твою скрытую изможденность, тяжесть в веках, которая не проходила, а не менее души, когда ты так нуждался в радости. Все это не укрылось от моего взора. Именно туда, в самую глубь этого истощения, я сейчас направляю поток животворящей силы. Не поверхностно, а глубоко, в самую сердцевину твоего существа. Ты помнишь, когда перестал верить, что можно чувствовать себя по-настоящему отдохнувшим, и как научился довольствоваться малым? Почему ты принял истощение как предел? Я пришел не только ради надежды. Я пришел, чтобы наполнить тебя энергией жизни. Ты больше не должен мириться с постоянной усталостью. Я пробуждаю твой внутренний источник. Невозможно восполнить энергию – это не барьер, это место моей силы. Я избираю его, чтобы явить. Ничто не может удержать в истощении того, кого я решил возродить. И сейчас я возрождаю тебя. Останься со мной до конца, и через 15 минут ты почувствуешь, как в тебя возвращается то, чего так давно не хватало: легкость, бодрость и ощущение полноты жизни. Благословенная душа, ты все еще здесь. Ты можешь не ощутить этого сразу, но процесс уже запущен. Там, где усталость жила не только в теле, а в самой глубине духа. Там, где твоя энергия хранит не только следы усталости,
но и отпечатки разочарований, несбывшихся надежд, невысказанных обид. Все это отражается на ментальном уровне, в глубине твоего взгляда, в том, как ты идешь по этой земле. Я не работаю поверхностно, я не схожу в самую сердцевину твоего истощения. Туда, где ты когда-то заключил сделку с усталостью, где бодрствование стало каторгой, а не радостью. Я начинаю растворять те энергетические блоки, что годами копились в твоей уставшей душе. Положи ладони на область почек. На вдохе представь, как в этом месте зажигается золотой шар энергии. На выдохе, как его тепло растекается по всему телу. Это не визуализация, это пробуждение твоего внутреннего генератора жизни. Я добираюсь до таких пластов твоего существа, что ты давно счел мертвыми, где нет упадка сил лишь потому, что ты привык к этой внутренней зиме, где нет радости лишь потому, что ты забыл вкус энергетического изобилия. Но я помню тебя с сияющей душой, с легкостью в движениях, с энергией, что била ключом, а не сочилась по капле. Именно туда я веду тебя, не к временной бодрости, а к возвращению божественного источника жизни. Ты можешь не осознавать, что происходит, но уже идет глубинная перезапись, уже идет исцеление. Не спеши увидеть мгновенный результат, прислушайся к своему внутреннему состоянию, и ты уловишь тончайшие изменения. Я не начну с симптомов, я начну с истока, что питает все остальное. В самых глубинах я перенастраиваю тебя на частоту силы, без усилий, без борьбы с усталостью, просто на волну жизни. Утомленному дарует крепость и изнемогшему дарует силу. Этим словам Писания предстоит стать законом для твоего энергетического обмена. Ты можешь не заметить этот переход, он не проявится громкими знаками или внешними эффектами. Но я уже начал. Первые признаки обновления приходят не громко, в тишине, как легкое тепло в области солнечного сплетения, с ощущением, что внутри тебя рождается что-то новое. Не суета, а спокойная сила. Не ищи внешних доказательств. Я работаю на том уровне, где меняется сама матрица энергии. Первое, что ты ощутишь, это не взрыв активности, а отсутствие внутреннего сопротивления. Клетки, годами существовавшие в режиме экономии, начинают пробуждаться. Тело, привыкшее к состоянию спячки, начинает позволять себе дышать полной грудью. Ты не будешь уверен, почувствовал ли что-то, и в этом верный знак. Мое исцеление не подчиняется расписанию. Я начинаю там, где уже много лет царил энергетический голод. Там, где ты даже не молил о силе, уверившись, что усталость – твой пожизненный крест. Именно туда я направляю целительный поток. Он не обжигает, он просачивается. Он не истощает, он наполняет до краев, и ты уловишь этот миг. Пробуждение утром становится не борьбой, а естественным процессом. Это и будет первым знаком. Но я не призываю тебя торопиться и ждать чуда. Просто позволь своей энергетической системе быть в процессе исцеления, не требуя от нее немедленных подвигов. Ей нужно иное, та самая тишина, в которой я творю, и я уже творю. Старые шаблоны усталости не растворятся за ночь. Ты не проснешься однажды утром с энергией подростка, но в один прекрасный день ты заметишь, что к вечеру у тебя остаются силы. То, что раньше высасывало все соки, утратило свою власть, беззвучно, не хлопнув дверью. Фоновое истощение, к которому ты привык, начнет рассеиваться. Не как конкретная слабость, а как туман, который долго висел над твоей жизнью. А когда он рассеялся, ты понял, что жить стало легче. Встань прямо, подними руки ладонями вверх. На вдохе представляй, как через ладони в тебя втекает серебристый свет вселенской энергии. На выдохе, как этот свет наполняет каждую клетку твоего организма. Сделай 5 циклов. Это не подзарядка, это воспоминание о твоей истинной природе. Я не подавляю усталость, я вытесняю ее своим присутствием. Я не штурмую твое тело с силой. Я вхожу как тот самый свет, о котором сказано, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Я вхожу в те сокровенные чертоги твоего существа, где долго царил энергетический мрак, и теперь усталость теряет свою власть. Там, где были истощенные клетки, рождается жизненная сила. Там, где душа не верила в возможность бодрости, приходит тихая, но несокрушимая уверенность. Возлюбленная душа, не уходи. Останься со мной, и ты ощутишь, как знакомая тяжесть начнет таять в сиянии вечной энергии. Еще несколько минут. Я не просто даю краткий прилив энергии, я меняю саму основу. Ты получаешь не временный допинг, а новое состояние, словно дыхание стало глубже, словно внутри открылся простор для силы. Не потому, что ты заставляешь себя быть активным, а потому, что твое существо наконец разрешило себе быть проводником живой энергии. И прежде чем мы продолжим, вдохни глубоко и позволь этим словам проникнуть в сердце.
Если это послание оказалось своевременным и даровало надежду, поддержи канал «Время Ангела», становись спонсором. Благодаря твоей помощи такие слова и дальше смогут достигать тех, кто живет на грани, ожидая исцеления. Все подробности и ссылки есть в описании под видео и на странице моего канала. Ты долго искал опору, и теперь она приходит, медленно, бережно, с почтением к твоей выносливости. Усталость отступает, и на ее месте рождается забытое чувство, легкость бытия, которую не нужно заслуживать подвигом. Все, что было истощено годами борьбы, теперь мягко наполняется силой. Не потому, что ты нашел волшебное средство, а потому, что моя энергия исходит не от напряжения, а от благодатного присутствия. Сядь в удобную позу. На вдохе представь, как над тобой раскрывается небесный цветок, источающий золотую росу. На выдохе, как каждая капля этой росы наполняет тебя животворящей силой. Повтори 7 раз. Это не визуализация, это прием небесных даров. Я не давлю, я просачиваюсь в самые микрокапилляры твоего энергетического тела, и в это проникновение я вкладываю семя возрождения. Ты не увидишь этого глазами, но ощутишь как смену внутренней химии, будто сама материя твоих клеток начинает излучать иной свет, будто в глубинах твоего существа открылись потаенные источники, бывшие пересохшими. Тебе не нужно анализировать источник. Живительный поток не спрашивает разрешения у твоего разума. Он просто струится туда, где есть для него пространство. А я создаю в тебе это пространство, освобождая его от наслоения усталости, от энергетических блоков, от памяти обо всех перенесенных тяготах. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут, и не устанут, пойдут и не утомятся. Да проникнут эти слова в самую глубь твоей клеточной памяти, преображая слабость в мощь. Почувствуй, как будто сама структура твоей энергии меняется. Клетки больше не существуют в режиме выживания, а начинают вибрировать на частотах обновления. Сознание становится яснее, восприятие острее. Все, что казалось утраченным и безвозвратно истощенным, начинает мягко отзываться на прикосновение жизни. Это не магия в мирском понимании. Это возвращение к изначальной полноте, которая от долгого отсутствия кажется тебе чудом. И этот поток уже не обратить вспять. Он достигнет каждой клетки твоего организма. Не потому, что ты его заслужил, а по великому милосердию небес. В этом теле отныне будет существование без истощения, жизнь без сжатия, бытие без страха, что силы снова иссякнут. Они не иссякнут, прежнее завершается, и начинается эра нового. Ты перестанешь бояться растратить себя, ибо отныне я наполняю тебя и пребываю с тобой. Тебе не нужно показывать мгновенные результаты, я не жду подвигов. Все, что важно, твой внутренний отклик. Одно дыхание, даже неровное, даже неуверенное, уже открывает путь. Прогресс измеряется не цифрами, а готовностью снова жить полноценно, когда душа вспоминает, что значит быть живой. Этот жест не обязан быть совершенным. Он может быть тихим, робким, полным сомнений. Но если ты решаешься на него, я уже рядом. В этом намерении есть согласие не просто существовать, а принять силу, которая ждала твоего разрешения. Энергия возвращается не тогда, когда исчезают все нагрузки, а тогда, когда ты позволяешь ей течь свободно, как полноводная река, а не скудный ручеек. Удели этому состоянию еще 10 минут, и в тебе начнется таинство преображения, незримое для приборов, но ощутимое всем существом. Ты не просто восстанавливаешь силы, ты возвращаешь себе право на энергичную жизнь. Это нужно не для продуктивности, а для восстановления утраченной связи между твоей душой и твоей жизненной силой. Этот внутренний шаг запускает не только физический отклик. Он расчищает пространство для моей работы в тебе. Ты больше не тот, кого истощают обстоятельства. Ты тот, кто излучает силу, и каждое биение в твоей груди становится откликом на любовь Господа. Не безмолвствуй, дитя небес. Прямо сейчас из самой глубины возрождающегося сердца провозгласи и запиши в комментариях: я наполняюсь силой свыше, я впускаю энергию жизни. Ты можешь это сделать, ибо я укрепляю твое энергетическое тело изнутри. Пусть твое восстановление будет неприметным, но да свершится оно, потому что с ним приходит все остальное. Ты не всегда был уверен, хватит ли тебя еще на день. Сколько раз ты напрягался не потому, что верил в успех, а потому, что остановиться означало признать поражение. Твои силы привыкли существовать в режиме дефицита, готовясь к новым тратам, к новым обязательствам. Они разучились доверять жизни, научились экономить, вечно быть на грани. И ты принял это как данность. Но эта данность отныне в прошлом. Я не оставляю тебя в изнеможении одиночества.
Я веду тебя туда, где появляется опора. Там, где твое намерение встречается с действием, рождается фундамент. Не прежде твоего решения, а в самый миг выбора. Я не прокладываю путь заранее, я создаю его в пространстве твоей воли, когда ты дышишь. Именно так проявляется моя поддержка. Не в обещаниях, не завтра, а здесь и сейчас, в твоем существе, которое выбрало жизнь. Встань прямо, ощутив стопами пол. На вдохе представь, как из центра земли к тебе поднимается столб золотого света. На выдохе, как ты становишься этим светом. Это не упражнение, это воспоминание о твоей незыблемой основе. Ты не ощутишь метаморфоз, просто сделай выбор, и ты различишь, что больше не балансируешь на лезвии истощения. Нечто незримое поддерживает тебя. Ты не проверяешь свои силы, ты доверяешься. Жизнь больше не требует сверхусилий. Она принимает тебя не потому, что стало проще, а потому, что я стал частью твоего бытия. Ибо я Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Вот эта реальность из Писания теперь становится твоим внутренним ландшафтом. Я не обещаю, что больше не будет трудных дней, но я ручаюсь, что твой дух не сломается. Уверенность рождается не из расчетов. Она исходит от того, кто дышит рядом, а я ныне в тебе. Не как наблюдатель, не как судья, а как тот, кто принимает часть этой ноши на себя. С каждым новым ровным дыханием твое существо будет вспоминать забытую мелодию жизни. И я буду продолжать вплетать в твою сущность то, что ты сам не смог бы создать: нерушимую стабильность, истинное доверие, твой путь к себе, что рождается в согласии твоего сердца с моей волей. Ты не всегда мог дышать полной грудью, и это не было поражением. Были дни, когда ты жил на пределе, когда силы уходили, а внутри все просило остановиться, свернуться, перестать бороться. Но ты выдержал не из гордыни, а потому что не мог позволить себе исчезнуть. Твоя стойкость была беззвучной. Она была тихим подвигом, упорством духа, несгибаемой верностью жизни, и оттого бесценной. Я видел это, видел, как дух твой не ломался, когда тьма шептала о бессмысленности, когда опора ускользала не во внешнем мире, а в самых основах мироощущения, когда все держалось не на ресурсах, а на одном лишь решении – не предавать себя. Сложи ладони перед грудью. На вдохе почувствуй, как в них собирается энергия всех твоих побед. На выдохе, как эта мощь возвращается и наполняет каждую твою клетку. Это не самовнушение, это замыкание круга твоей силы. Я не пропустил ни единого мгновения, когда ты держался из последнего. Именно такие моменты я именую жертвой любви. Не страдания, но верность свету в кромешной тьме. Мое исцеление не спешит к тем, кто громче всех требует. Оно не сходит туда, где безмолвие становится молитвой, где человек продолжает дышать, ибо верит, его боль имеет смысл. Я увидел, я услышал биение твоего израненного сердца, и ныне я отвечаю. Там, где ты просто существовал из последних сил, я не спосылаю обновления, не ослепительное, не оглушительное, но как утреннюю росу, как укрепление, что не выразить словами. Клетки, державшие тебя в петле истощения, начинают формировать новые связи. Энергетические каналы, сковывавшие каждое движение, обретают новую проводимость, дарящую свободу. Драгоценная душа, останься со мной до конца. Мне нужно еще немного времени, чтобы помочь тебе отпустить то, что так долго цеплялось за усталость. Ты выстоял, и в этот день я укрепляю твое естество, переводя в новое измерение, где одной стойкости уже недостаточно, где она становится фундаментом для радости, а не щитом против мира. Ибо я пришел не лишь вознаградить твое терпение, я пришел, чтобы претворить его в легкость. Ты выдержал больше, чем мог предположить, больше, чем ведомо кому-либо. Твои силы несли не только тяжесть обязанностей, они несли груз невысказанного. Дни, когда ты не плакал не от бесчувствия, а от ясного знания, твои слезы некому принять. И все, что тебе оставалось, продолжать путь без зрителей, без соучастия, без свидетельств. Но я видел, как ты шел сквозь внутренние бури, когда никто не подозревал о твоей агонии. Видел, как ты сжимал кулаки, но не срывался, как смирял дрожь в голосе, дабы не явить миру свою уязвимость. Ты держался не ради признания и не ради победы, а потому что отказывался исчезнуть в усталости. Мир замечает тех, кто сияет, а я остаюсь рядом с теми, кто продолжают идти в тишине. Мне не нужны громкие слова. Там, где не было поддержки и понимания, я был рядом. Сядь прямо и на вдохе представляй, как с воздухом в тебя входит золотой свет, достигая каждой клетки твоего организма. На выдохе, как ты выпускаешь седой дым накопленного истощения. Повтори 3 раза. Это не упражнение, это таинство принятия новой жизни.
Сейчас я возвращаю тебе не просто энергию, я возвращаю тебе право на радость. Ты не слабый, ты выстоял. И эта верность себе взывает к моей силе, как роса взывает к солнцу. Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой. Да станут эти слова Писания твоим новым импульсом, твоим клеточным знанием. Ты больше не будешь одинок в своей усталости. Я внемлю не только твоей вере, но и верности той, что хранила искру жизни, когда весь мир гас. Каждый момент, прожитый на пределе, отныне становится мостом между твоим истощением и моей силой. Ты привык думать, что восстановление требует титанических усилий, громких молитв, сложных практик, доказательств состоятельности. Но я говорю иначе. Величайшие перемены рождаются в безмолвии, с едва заметного вдоха, с разрешения себе просто быть, с внутреннего кивка согласия, который никто не увидит. Ты не обязан чувствовать бурю преображения, моя сила в мягком шепоте. Когда ты сам, не ведая почему, решаешь улыбнуться, она уже струится по твоим венам. Когда ты делаешь движение, которого избегал годами, не ожидая чуда, но повинуясь тихому «можно». Это и есть вера, воплощенная во плоти. Это союз. Не ты один борешься, и не я один творю. Это синергия между твоим согласием и моим исцелением. Дитя небес, а сейчас провозгласи и запиши в комментариях как печать завета. Божественная энергия жизни течет во мне свободно. Подари мне еще несколько минут, и ты ощутишь, как с каждым ударом сердца уходит тяжесть, копившаяся годами. Не взрывом, но перерождением. Тело обретает легкость, а душа твоя – крылья. В сердце рождается чувство, будто ты возвращаешь себе свое истинное естество. Тебе не нужно понимать как. Просто позволь этому происходить. Ты дошел сюда не случайно. Это не конец пути, это священное место встречи двух воль. Моей воле исцелить тебя и твоей воле принять это исцеление. Здесь, в этом согласии, рождается истинное чудо. Да, я не веду тебя насильно. Я рядом, но вдох жизни ты делаешь сам. И этот вдох, он к свету, туда, где обетование, пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком, становится твоей новой природой, и усталость растворяется в благодати. Все, к чему ты готовился всем существом, все испытания, все боли, все дни ожидания, теперь превращаются в твое возрождение. Ты почувствуешь, как твое тело больше не существует лишь для того, чтобы выносить истощение. Теперь оно будет жить не через усилия, не по необходимости и не сквозь усталость. Оно будет сиять с новой целью, с ощущением, что ты больше не борешься с жизнью. Ты ведом Господом. Теперь ты не просто отдохнувший, ты преображен. Раскинь руки в стороны, на вдохе представляй, как все пространство вокруг наполняется золотым сиянием. На выдохе, как это сияние впитывается в каждую клетку. Это не визуализация. Это принятие твоего божественного наследия. То, что казалось твоим пределом, вся эта изможденность, стала живым свидетельством силы, совершающейся в немощи. Архангел Рафаил вложил в твое сердце не только покой, но и неугасимую радость. Это знамение того, что Господь возвращает тебе не просто энергию, но и твое сияющее предназначение, не только бодрость, но и ее вечный источник. Обновиться подобно орлу юность твоя, вот обетование, что ныне становится плотью и кровью твоего бытия. Теперь ты не всматриваешься в горизонт с усталостью, ты расправляешь плечи, потому что будущее больше не пугает своей тяжестью. Оно больше не кажется бременем или испытанием. Оно уверенно ведет тебя к радости. Все, что прежде было темным, тяжелым или разбитым, более не властно над тобой. С каждым новым вдохом ты вступаешь в пространство, уготованное тебе от начала времен. И теперь ничто, ни память о прошлой усталости, ни страх, ни даже остаточное истощение не в силах остановить то, что было заложено в тебя. Ты обретаешь не просто возможность отдыхать, ты возвращаешь себе священное право радоваться всюду, куда зовет тебя свет, без внутренних оков, без боязни, что силы снова иссякнут. Все, что сковывало, отпущено, и не только в сознании, но и на уровне твоей клеточной памяти. Теперь ты не просто свидетель чуда. Ты его живое воплощение, ты источник жизненной энергии. Благословенная душа, то, что происходило все это время, не просто слова. Это было настоящее проникновение света в самую глубину твоего истощения. Рафаил уже начал работу внутри тебя, не поверхностную, не кратковременную, а ту, что меняет сам источник твоей силы. Поделись этим видео с теми, кто также устал бороться в одиночку. Возможно, именно через тебя к ним придет надежда. Если ты почувствовал облегчение, едва заметное тепло, но реальное движение жизни внутри, оставь слова благодарности в комментариях. Пусть это станет твоим тихим согласием на продолжение небесного восстановления.
Поставь лайк и подпишись на канал «Время Ангела», чтобы оставаться в потоке света, где каждое новое послание ведет тебя к истокам. Сохрани это видео и возвращайся к нему, когда почувствуешь, что силы опять на исходе. Пусть оно напомнит: ты не создан для жизни в тени истощения. Ты призван жить в целостности, и я проведу тебя туда шаг за шагом, уверенно и спокойно. Архангел Рафаил утверждает печать обновления на этих словах: и отныне твое тело, дух и энергия возвращаются к изначальной полноте. Аминь.